Пробуем свести все эти показатели в одном месте для того, чтобы было видно, каким образом они работают в этих всех функциях, в чем они похожи, где там разница, чтобы она была наглядная картина. Поэтому запишем здесь функцию y равно ax плюс b и, естественно, построим графики. Не будем данных писать, таблицы не будем создавать, поскольку уже таблицы создавались. Построим соответствующие графики небольшие, чтобы показать принципиально, каким образом это все будет меняться при изменении соответствующих коэффициентов. Это у нас y плюс x плюс минус. Функция, когда, давайте напишем a равно пока двойке, единице и 1/2, а b равно 0. Когда функция a равно 0, функция проходит под прямым углом, реально это будет значение y равно x при a равно единице. Когда a больше единицы, находится, так сказать, больше единицы положительного числа равно 2 там, и так далее, 2, 3, функция будет возрастать намного быстрее, чем a равно единице. Вот это будет a равно двойке. И, естественно, когда a равно 1/2, функция будет ближе, не так быстро возрастать, будет ближе приближаться к оси x. Это y равно 1/2 приблизительно x. Любое дробное число в качестве коэффициента будет приближать график этой функции к оси x. То есть a равно 1/2. Теперь посмотрим, каким образом будет работать коэффициент b. A равно единице. Будем использовать одну функцию для того, чтобы ее просто поработать с коэффициентом b, но любое другое значение коэффициента a, она таким же точным образом будет отрабатывать. Строим график. Это будет опорная функция, которая y равно x. Напишем. Здесь мы считаем, вот в этом примере укажем, что a у нас будет равно единичке, а b у нас будет меняться. b будет значение иметь 2, минус 2 и 0. Здесь понятно, b равно значению 0, потому что y просто равен x. Если мы будем строить функцию, когда y равно x плюс b, у нас, естественно, она пойдет выше. Причем, насколько выше, настолько вот это значение будет b. y равно x плюс 2. b равно 2. Теперь, каким образом будет проходить функция, когда b равно минус. Мы знаем о том, что она опустится вниз на какое-то значение b. Вот таким образом будет проходить y равно x минус 2, например, как b равно минус 2. Вот это вот значение у нас будет b. Здесь тоже значение b. То есть она либо поднимается, либо опускается на соответствующее значение по координате y. Это x, это y в плюсе, x в плюсе. Посмотрим, как будет себя вести эта функция, когда коэффициент a будет отрицательный, насколько она поменяет свое направление. Это у нас стандартно напишем y равно x вот здесь, y равно x. Посчитаем, что a равно единичке и минус единице, а b у нас будет равно 0. График этой функции будет симметричный, естественно, относительно оси x. Вот он будет симметричный, когда b равно 0 относительно оси y, но реально он будет симметричный относительно. Можно так сказать и по-другому. То есть у нас будет равно минус x, где a равно минус единице. Теперь рассмотрим график функции, которая квадратичная. y равно ax плюс c в квадрате плюс b. Сразу определим квадратичную функцию, как она выглядит. Параболу проведем плюс y плюс x. Проведем первое значение, когда b равно 0. И на этом чертеже будем определять функцию, когда b равно 0 и c равно 0. В данном случае b равно 0 и c равно 0. А будет меняться. График самой функции будет выглядеть таким образом. y равно x квадрат. Пишем. X квадрат, когда a равно единице. Когда a равно двойке, график этой функции возрастает намного быстрее. Так, быстрее, чем этот график. a равно двойке. Когда a равно заданному значению, тогда график этой функции будет ближе проходить к оси x. Не так быстро возрастать. Мы пишем так, y равно 1/2, например, x квадрат, где a равно 1/2. Чем меньше вот этот 1/2, 1/8 и так далее, 1/10, тем он будет ближе приближаться к оси x. Ну а чем больше единички, вот значение от этого параметра a, тем он будет больше приближаться к оси y. Напишем, что это y равен 2x квадрат. Двойку я как пример вам взял, потому что я тут рисую без значения координата, показываю просто, что если у нас со значением коэффициента единица график идет таким образом, то график, который больше коэффициент двоечка, он будет выше опережать его, а который будет меньше, он, естественно, будет ниже. Теперь на следующих координатах мы построим значение, как будет вести себя график, когда меняется параметр c. b равно 0, a равно единице. Плюс y плюс x. Я буду всегда ставить упорную функцию y равно x квадрат, для того, чтобы можно было увидеть, каким образом y равно x квадрат, а у нас здесь равно единичке, b равно 0. Для того, чтобы не поднимать и не опускать ее в оси y, а пока
показать, каким образом будет работать коэффициент c. Когда у нас c равно положительному значению, тогда график будет выглядеть таким образом. Вот он двинется в эту сторону. Y равно, к примеру, x плюс 2 в квадрате. А равно единице, мы ее писать не будем. График сдвинется на величину c равно 2 влево. Когда же c отрицательное, тогда график сдвинется вправо. Y равно x минус, скажем, 2 в квадрате, где c у нас вот это будет значение. В данном случае c равно минус 2. Легко определить вот этот экстремум функции, если она имеет вот такой вид, можно определить, в какой точке она будет равна нулю. Какой будет x, когда y будет равен нулю. В данном случае y равен нулю тогда, когда x равен 2. Здесь y равен нулю, когда x равен минус 2. Поэтому, естественно, график сдвигается в эту сторону. Дальше посмотрим, каким образом работает параметр b, для того, чтобы понять, насколько будет двигаться график и в какую сторону. Строим координатную ось x, y, минус, плюс, плюс. Как поменять стандартную функцию y равно x квадрат обычно, когда a равно единице, в данном случае. b напишем b равно нулю, c равно нулю, а мы будет поменяем. В данном случае здесь y равно просто x квадрат, где a равно единице. Положительное значение. Если поменять на отрицательное значение, у нас получится, что этот график будет полностью симметричен относительно оси x. Он практически будет везде y отрицательный. Вот таким образом будет такая же точно парабола, только ветки параболы будут все отрицательные в области y. Это будет y равно минус x квадрат. X квадрат всегда положительный, умножить на минус будет отрицательный. То есть в данном случае a равно минус единице. Используя эти данные, можно, если она в сложном виде представлена, разложив ее в таком виде, можно будет легко представить, и как она будет проходить, куда она будет сдвигаться и насколько она будет сдвигаться. Следующая функция, которая очень похожа в какой-то степени на квадратичную, это модуль. Тоже я отдельно его выделил и отдельно его покажу, каким образом он тоже будет проходить и работать своими коэффициентами плюс b. Если взять обычные значения модуля x, он будет всегда положительный. Вы же знаете, что если любое число берешь, он даже с отрицательного числа делает его положительным. Модуль x проходит таким образом. Плюс, y, плюс. Модуль функции y равно x по модулю. X по модулю это когда a равно единице, c равно нулю и b равно нулю. График функции y равно x по модулю. Всегда положительный. Посмотрим, как будет, если c равно нулю, b равно нулю, a будет равен 2. Каким образом график этот пройдет? Судя по всему, он будет возрастать быстрее. График этой функции тоже будет все время положительный, но он будет быстрее возрастать, чем y просто x по модулю. В данном случае напишем так, что y равен a равно 2, 2 на x по модулю. Когда же модуль a будет меньше единицы, положительное значение, ветки ближе будут приближаться к оси x. Это меньше y равен 1/2 x по модулю. Ближе к оси x. Чем меньше вот это значение, больше 1/10, 1/20 и так далее, тем ближе будут эти ветки этого графика приближаться к оси x. Ну, естественно, чем больше число будет просто 2, 3, 5 и так далее, тем он будет быстрее возрастать и ближе его линии будут приближаться к оси y. Это при том, когда b равно 0 и c равно 0. Вот этот случай. Это у нас c равно 0, b равно 0. Меняли только значение a. Теперь посмотрим, как будет меняться положение этого графика, если у нас b равно 0, a равно единице, а c будет меняться. Строим координатную ось. И первое, что я строю, естественно, стандартную первую, самую простую функцию y равно x по модулю. Используем такое значение a равно единице везде и b равно 0. График используется только y равно x по модулю плюс c. Теперь посмотрим, как будет выглядеть график, если используем c равно, например, 2. Полностью график этот переместится в эту сторону на значение c равно 2. Этот график равен просто модуль x плюс 2, где c равно 2. Он переместится в правую сторону, если у нас c будет отрицательное значение. Построим этот график и покажем, что он действительно будет здесь. На предыдущих уроках делали более детально, а тут просто сведем это дело все в одну показательную картину для того, чтобы видеть, каким образом графики во многих функциях очень напоминают своим действиям, в какую сторону они будут двигаться, проходить. Y равен x по модулю минус 2. Его значение вот это c равно минус 2, которое сдвинулось от начала координат. Теперь посмотрим, каким образом будет меняться прохождение этого графика, если у нас меняется b, c равно 0, a равно единице. Стандартный график всегда рисуем, чтобы было видно, как он по отношению к самому простому графику будет проходить. Это y равно x по модулю. Напишем a равно
единицы, c равно нулю, b будет меняться. То есть, если b у нас положительное значение, график весь подается вверх и будет иметь прохождение вот в таком ключе. Это у нас будет y равно x по модулю плюс, например, 2, где b равно плюс 2. Естественно, если b будет отрицательное какое-то значение, график опустится вниз и будет иметь такой вид. Y равно x по модулю минус 2, где b равно минус 2. Когда b не 0, а имеет какое-то значение, это значит, что график будет двигаться по оси y вверх или вниз, в зависимости от его знака. Последнее покажем, каким образом график x по модулю у нас будет проходить, когда a равно отрицательному значению. Плюс y, плюс x. Первый график, который у нас b равно нулю, c равно нулю, a будет меняться с положительного значения на отрицательное значение. Это y равно x по модулю, c равно нулю и b равно нулю. График тогда будет полностью симметричный относительно оси x, когда a равно отрицательному значению. В данном случае минус единица, y будет равен минус x по модулю, где a равно минус единица. Следующий график кубической функции. Y равно a, x плюс c, в кубе плюс b. Для начала покажем, каким образом будет проходить этот график, когда коэффициенты c и b будут равны нулю, а a будет меняться. X, y положительное значение, это отрицательное, это минус. Стандартный график y равно x в кубе будет проходить таким образом. А будет равен 2, 3 и так далее. График будет проходить намного быстрее. Он будет выше подниматься, чем y равен кубе. График будет проходить вот таким образом вверх. Здесь то же самое вниз. Y равен, например, 2x в кубе, когда a равно 2. И когда a будет меньше единицы, дробное значение, тогда этот график будет наклоняться ближе к оси x. Чем меньше будет дробь, тем он будет ближе наклоняться к оси x. Это y равен 1/2 x в кубе, где a равно 1/2. Понятно, что не так быстро будет расти, как y в кубе, а несколько раз медленнее. Это мы рассматривали, когда у нас было c и b равны нулю. На следующем чертеже посмотрим, каким образом будет проходить график, если у нас a равно единице, b равно нулю, а c меняется. Начнем с того, что построим стандартный график, чтобы было видно, каким образом по отношению к этому y будет проходить те значения. У нас здесь будет равно единице, b равно нулю. Меняется значение c. В стандартном варианте не будем сильно убегать, пусть c равно 2. График будет проходить таким образом. Он сдвинется x влево. Напишем, что y равно x плюс 2 в кубе. Берем график и подвинем его на плюс вот это значение c. Это минусовое значение. Здесь минус. c имеет отрицательное значение. Тогда график сдвинется в эту сторону. Точно такой же график, то мы просто берем и сдвигаем его в эту сторону, где вот это будет значение c. В данном случае напишем y равно x минус 2 в кубе, где c равно минус 2. Картина сдвига, тут можно посмотреть на вот этих графиках, она вроде бы похожая. Просто графики имеют соответствующий вид, каждый из них. Но реакция на вот эти параметры у них вроде бы одинаковые. С одной стороны, если посмотреть на коэффициент, который приближает, либо удаляет, либо приближает к оси y, либо к оси x, либо сдвигает лево-вправо, работает в этих функциях одинаково. Следующий параметр давайте посмотрим, когда a равно единице, c равно нулю и b будет меняться. X плюс y. Стандартный график будет так проходить, как всегда. Y равно x в кубе. И здесь получается a равно единице, c равно нулю. Продемонстрировать, каким образом будет работать b. А если b у нас положительный, то b поднимет этот график на оси y вот таким образом. Вот он поднял. Вот это график будет y равно x в кубе плюс b, где b равно 2. Вот это значение, на которое график по оси y поднял стандартный график y в кубе и y равно x в кубе. Когда у нас график b равно отрицательное значение, тогда он этот график весь опустит. И вот таким образом будет идти. Это будет график y равен x в кубе минус, скажем, 2, где b равно минус 2. Да, кстати, вот этот график не написали, как он будет реагировать на значение изменения b. Пропустил немного. Но реакция будет такая же. Если мы построим вот это плюс y плюс x квадрат построим, это y равно x квадрат, примерно a равно единице, а c равно нулю, а b меняется, то b, если оно больше нуля, скажем, какое-то значение, оно поднимет весь этот график вверх. Это будет тогда функция y равно x квадрат плюс b. Пусть b равно плюс 2, тогда вот это значение, именно на то значение, ветка без изменения поднимется на вот это значение по оси y. Но если b отрицательное значение, тогда весь этот график опустится на вот это значение b. Пишем y равно x квадрат
квадрат минус b. В данном случае b у нас отрицательное значение. Если написать плюс b, так у нас будет b равно минус двойки. Когда мы его сюда подставим, будет минус. Вот это дает возможности понять, каким образом работает b. Смотрите, работает b одинаково. Поднимает вверх, опускает по x. Поднимает здесь b, работает по координате y. Движет весь этот график. Движет график b. И когда у нас модуль значений, и когда у нас x в кубе значение, тоже движет вверх или вниз, в зависимости от того, какое b будет иметь значение. Ну и последнее, надо показать, как меняется прохождение этого графика, когда параметр a у нас будет отрицательный. Самый такой маленький рисунок нарисуем. Это плюс x плюс y. Стандартные варианты прохождения y в кубе. В данном случае получается a равно единице, b равно 0, c равно 0. Если у нас a равно минус единице, тогда график будет проходить таким образом. Это будет y равен минус x в кубе, где a равно минус единице. Он будет симметричный относительно оси x. Последний график сегодня, который хотелось бы рассмотреть, это функция, которая x находится в знаменателе. y равен a x плюс c плюс b. Для того, чтобы посмотреть, каким образом проходит этот график, мы его рассматривали на предыдущих уроках. Но попробуем это дело все свести точно так, как в остальные графики, для того, чтобы видеть какую-то закономерность. Строим, конечно, самую простую функцию y равно, когда a равно единице, c равно 0, b равно 0, a равно единице. У нас график функции будет единица, деленная на x. Вот он. Отмечаем, что это y равен единице, деленная на x. И здесь. Теперь, если a увеличится, скажем так, больше двойки, мы на тех предыдущих графиках видели о том, что график пойдет выше, как и везде. Он быстрее просто набирает данные обороты, но будет выглядеть вот таким образом. Выше будет проходить. И это будет y равен, скажем, 2 поделенное на x, где a равно 2. И тут он будет вот так проходить. И, естественно, надо посмотреть, когда а у нас будет дробным выражением, то есть 1/2, 3, когда a равно 1/2, график будет приближаться, вот так вот втискиваться к оси x. Вот это будет значение y равно, скажем так, 1/2 умножится 1/2 x. И здесь будет приближаться, но никогда не пересекаться ни с одной осью, ни с другой осью. Этот график не будет, потому что в этих точках деление на 0 это невозможное деление, а вправо и влево, сколько не будет продолжаться, будет максимально приближаться к x, но никогда ее не будет касаться. Следующий покажем, каким образом меняется прохождение этого графика, когда работает коэффициент c. Для начала отметим стандартный график, это будет a равно единице, b равно 0. Мы имеем просто единица, деленная на x плюс какое-то значение. Если c будет равен положительному значению, скажем, плюс 2, и тогда график переместится влево на значение c. И вот таким образом будет выглядеть. Вот так. С этой стороны. Это график, который имеет y равно единица, что делится на x плюс 2. Он сдвинулся на значение c влево. c у нас двойка, вот эта ось, которая будет проходить вот эти линии графика, она параллельна, естественно, оси y. И они будут работать точно так с ней, как с осью y, никогда к ней не приближаться и до бесконечности никогда не пересекаться ни с осью x, ни с осью y. Посмотрим, каким образом меняется прохождение графика, когда c у нас будет отрицательный. Когда c у нас будет отрицательный, значит график будет проходить в другом варианте. c у нас будет вот так работать. График весь сдвинется на значение c, которое пишем так, y равно единица, что делится на x минус 2. Легко определить, потому что, смотрите, если x равно 2, так в этой точке графика не существует, то есть это является линией разрыва. А здесь получается x равен минус 2, что в этой точке графика не существует. Минус 2 является линией разрыва этих двух показаний графика. Теперь, конечно, еще надо посмотреть, как работает коэффициент b. c будет равен у нас 0, a равен единице. Проведем очередную координатную плоскость. Плюс x плюс y. Стандартную проводим базовую функцию y равно единице на x. И здесь тоже мы говорим о том, что для того, чтобы использовать b, a у нас равно единице, c равно 0, чтобы они нам пока не мешали. Если b имеет какое-то значение, ну пусть скажем двойка, тогда весь этот график поднимется на какое-то значение по координате y. То есть он будет проходить вот таким образом. С этой стороны вот так, с этой стороны вот так. Это мы имеем такое значение, когда y равен единице на x плюс, скажем, 2, b равно 2. Линия разрыва будет находиться параллельно оси y, и она поднимется относительно
минус x по координате y на вот значение b. Когда у нас b будет отрицательное какое-то значение, то график будет проходить ниже, будет тоже проходить таким образом, как это, только весь этот график опустится ниже на то значение b по оси y. И с этой стороны линия разрыва опускается, у нас будет это значение y равен единице на x, скажем так, минус 2, когда b равно у нас минус 2. И последнее, что хотелось бы показать, как меняется положение этого графика, когда коэффициент а у нас будет отрицательный. Это x плюс y минус. Стандартный x у нас идет так, а равно единице, b равно нулю, c равно нулю. И теперь, если мы меняем коэффициент а на противоположный, а равно минус единице, он будет тогда симметричный относительно оси x. Эта часть будет симметрична, вот она проходит. И эта часть будет симметрична вот с этой стороны. Это у нас будет прохождение y равно минус единица, деленная на x, где а равно минус единица. По тем графикам, которые мы только что рассмотрели, можно посмотреть определенные закономерности, определенные похожие реакции на то, каким образом эти функции реагируют на коэффициенты, которые определены их в общем виде.